но не знаю, есть смысл говорить о том, что мы понимаем под интернетом вещей. В принципе, мне кажется, это не устоявшаяся еще концепция, конечно, в каком-то смысле. И хотя я согласен с коллегами с технарями, так сказать, с конкретными компаниями, которые этим занимаются, что тенденция развития, независимо от названия, идет в эту сторону. Неважно, как назовешь, в общем, с этим явлением мы будем сталкиваться. И сталкиваемся уже. Вот. Можно презентацию открыть? Okay. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. I would like to start my presentation with a question. Do we need to answer or ask the question, what is how do we understand the Internet of Things? I think it is not a solid or stable concept at the moment, but I agree with the technical guys that the trend is currently developing and we will be facing it in the future almost everywhere. Да, что доказывает, в принципе, как раз эти сами технические компании крупные, которые вкладывают в это большие достаточно ресурсы. То есть the large technical companies are investing significantly in these resources. Можно следующий слайд? Здесь я хотел показать, нам вообще ближе как понимание развития интернета вещей, это концепция индустрии 4.0, промышленность 4.0. То, что в Германии активно развивается. As for the Internet of Things, how do we understand it? The concept of Industry 4.0, this concept which is currently developing in Germany, is more closer for us. И нам кажется, что именно там будут создаваться стандарты, именно крупные корпорации, естественно, как основные игроки, в принципе, имеют на это все основания и возможности. And this is the area where the standards will be set up, and all the largest corporations have all the resources and reasons to do it. Хотя часто показывают, что маленькие стартапы тоже более быстро реагируют на вызовы рынка и тоже имеют шанс. However, the small startups also can quickly react on the market challenges, and they do have a chance. Вот здесь показаны 4 стадии. Вот так называем это не мы придумали, просто в принципе можно с этим согласиться. 4 стадии, 4 промышленные революции. Первая это паровая, первые станки, паровые агрегаты. Here on the slide you can see the 4 stages, the 4 industrial revolutions. Stage 1 was a steam revolution with the invention of the first machines. Следующий этап это конвейерное производство. Кстати, вот как я сам узнал недавно, Ford все-таки взял это именно из скотобойни, эти конвейерные. The second stage was the conveying production, and Henry Ford took it over from the slaughterhouses. Следующее это уровень компьютеризации, автоматизации, такой, наверное, аналоговый можно назвать, если первые контроллеры какие-то программируемые. Stage 3 was a level of computerization, but probably in the analog mode. They were the first PLCs. Да, и следующая цифровая стадия, где уже повсеместно проникающий компьютинг, сети, интернет, сети, в общем, да, то, что вот сегодня мы называем connected, да. And stage 4 is a digital one with a lot of computing networks, internet networks, something what we are calling today connected. Будьте добры, следующий слайд. Здесь мы попытались нарисовать такую карту участников процесса IoT в России. Here we tried to illustrate the main Russian stakeholders in IoT. И, естественно, она дополняется постоянно. Вот сегодня я бы добавил туда правительство Московской области. Еще вот
в разделе государственные организации. And this map is being updated constantly, so we'd like to add the government of the Moscow region to the governmental organizations. То есть вот мы откуда берем эту информацию? Ну, из мероприятий, из каких-то контактов мы видим активность, запросы на тему IoT. Это министерство, вот их можно перечислить, торговли, Минпромторг, коммуникации, информации, Российское технологическое агентство, которое, кстати, автоматизацией и роботизацией очень активно сейчас начало заниматься. Where do we get this information? Normally from different events, from different contexts or meetings or inquiries about IoT. And then we can also read the governmental organization list, the Ministry of Trade and Industry, Ministry for Communication and Information, Russian Technological Agency, which is actually deeply involved into automation and robotization. Да, всем известно Сколково, агентство стратегических инициатив очень активно, тоже центр ЦСР, Центр стратегических разработок, Север-Запад, ну и ФРИ, конечно же, фонд развития интернет-инициатив. You can also see here the Skolkovo Foundation, the Agency of Strategic Initiative, which is also very intensive in this area, in Center of Strategic Development Northwest, and as well as IIDF. Потом негосударственные организации, в принципе, ну, Российская Академия Наук исторически всегда на передовой мысли находится развития. Then the NGOs, the Russian Academy of Science, is always at the state-of-the-art ideas in science. То есть многие институты Академии Наук, потом в Петербурге мы сотрудничаем тоже с Гуруевича, ИТМО, потом у нас еще МИФИ, МФТИ, известные. То есть там, ну, во-первых, мы стараемся сами участвовать, потому что у нас есть возможность, наши коллеги преподают в МИФИ в том числе. Сами пытаемся пиарить вообще, в принципе, эту всю историю. Вот ПАС-центр еще тоже из Томска интересно. Also like to say we do cooperate with different branches of the Russian Academy of Science, also with St. Pete Telecommunication University, with St. Pete Bonch-Bruyevich University, with the Moscow Research Institute for Engineering and Physics, where we do have our colleagues teaching. So we also work with the best center from Tomsk. In what we do, we normally also do some PR activities. Ну да, пиар интересен нам в первую очередь с научной точки зрения, потому что мы выросли из среды как раз Академии наук и понимаем важность этого тренда. То есть это не пиар ради пиара, а все-таки есть некое понимание, куда все идет, и не хотелось бы просто отставать, как обычно получается. But we also do some PR activities in the scientific point of view, because we all came out from the Russian Academy of Science and we understand this trend, and now we also understand where everything is going, and we don't want to be late. Бизнес, конечно, не очень представлен, я понимаю, можно серьезно расширить это, продолжить. Вот интересные платформы, это Питер как раз Go+, Common Spot наши, ну и ThinkWorks это американская компания, просто для сравнения. Что платформа это в принципе, ну, кто-то считает, что они не играют никакой роли, кто-то считает, что они могут сыграть какую-то роль для становления протоколов интернета вещей и могут как-то, ну, повлиять на этот рынок. As for the business list, we can also enlarge it because we have more stakeholders. As for the platforms, you can see the Go+, Common Spot, and ThinkWorks. And this is actually an area when some people think that these stakeholders don't really play a significant role, and the other thing, they may play a role and have an impact on development of the IoT protocols. Ну и фонды, которые по сути являются институтами развития концепции, тоже вот я бы в принципе остановился на Starnet Альянс, это новый фонд, очень интересно, недавно они так начали активно заниматься этой темой.
Ну, в смысле, в активную фазу вошли, да, так-то бэкграунд там серьезный достаточно. Вот, у них как раз, у них даже свои мощности есть, там, в том числе и спутниковые, насколько я понимаю, вот интересный фонд достаточно. То есть фонды тоже присутствуют в небольшом количестве, но есть. We also do have some funds or foundations on board. They are not great in number, but they are important. I would like to point out here the Starnet Alliance, which is quite a new foundation, but it is very deeply and intensively involved. It has, for example, its own satellite capability, which is also very interesting. Следующий слайд. Для сравнения я просто хотел показать, как выглядит проект Индустрии 4.0 в Германии, как организовано. То есть там я делаю просто в предыдущем слайде некий список. Здесь же есть система, очевидно, задействовано 16 компаний, 10 научных институтов, там, организаций и прочее. То есть на каком уровне это в Германии? 5 рабочих групп, которые отвечают за свои сектора, и в каждой из них есть представители науки, и бизнеса, и правительства. И в целом, как бы, вот к чему бы хотелось прийти, наверное, в России. Ну, как всегда, калька в Германии мы можем. And I would like to show you how the Industry 4.0 looks like in Germany. It is a real system, and what I showed you in the previous slide was just a list of stakeholders. You will have 16 companies and 10 institutes and some other institutions. Everything is split in 5 working groups, and every single working group accommodates a scientific organization, business representatives, and the government representatives. So this is how it works in Germany, and in Russia we used to copy everything from Germany, and it couldn't be done. We would like to copy that. Будь добрый, следующий. Просто как, поскольку говорил о перспективах, то в принципе перспективы лично для нас очень интересны. Это то, что можно сделать. Вот, IBM и Samsung выпустили такую архитектуру для интернета вещей, Адепт она называется. Автономная, децентрализованная, пиринговая, peer-to-peer телеметрия. Ну, это архитектура, естественно. Вот, и очень интересно применение в этой архитектуре, как происходят транзакции между устройствами M2M, то, что да, мы называем. Это по технологии блокчейна. То есть, вот смотрите, мы обычно, у нас есть централизованные серверы, облака централизованные, в них корпорации обычно управляют процессом и ценовым, и стандартами, а в децентрализованной есть возможность как бы выйти за какие-то вот эти, такую модель и использовать децентрализованные транзакции. И тем самым как бы экономика вообще в принципе получается другая в этой ситуации. I would like to tell you one more, as for the future prospects, I would like to tell you one more thing, that IBM together with Samsung developed the autonomous decentralized peer-to-peer architecture, and we can look how the transactions are being done there in the M2M sector. In case of the centralized situation, we have decentralized servers and centralized clouds controlled by corporations, which can also control the prices and the standards. And in the decentralized world, we can carry out decentralized transactions, and here the economies can look a bit very different. Да, плюс когда мы выходим на управление большими системами, централизованные модели управления часто как-то дают сбой. Поэтому тут нужно включать какие-то другие механизмы управления, может быть, самоорганизация, это вот такая. And we have big systems, decentralized management environment cannot function well, so we need some other mechanisms. Да, и здесь вот все это приводит к так называемой низкомаржинальной экономике. То есть, как бы, даже вот Уоррен Баффет, крупный очень аналитик, признал, что интернет вещей может погубить какие-то несколько его бизнесов. Была статья, где-то я читал.
То есть так вот аналитик такого уровня уже понимает, к чему, в принципе, можно прийти. Это очень интересно. It all creates this so-called low-margin economy, and even Warren Buffett said that Internet of Things could kill some of his businesses. So even such a global analyst recognized the importance of IoT. Пожалуй, наверное, все. То есть, ну, для России есть, мне кажется, всегда есть шанс. У нас сильное программирование, школы еще остались, железо тоже. Нам просто нужно какая-то воля, чтобы была и со стороны государства, и общества, науки, бизнеса. То есть я не думаю, что тут мы пропустим какую-то, как в микроэлектронике мы пропустили, революцию микроэлектроники. Здесь это просто большой конструктор, который, наверное, нужно просто, чтобы был сильный организационный ресурс. Мы любим мегапроекты, я думаю, мы можем это сделать. As for Russia, I would like to say that Russia has a chance in this case because we still have quite a strong software programming base, the hardware base, and we only need a will from the government, from the science, and from the business to support it. And I hope that in this case we won't miss the revolution as it was the case in the microelectronics. It is a kind of puzzle, but which is needing a strong organizational structure. And I'd like to add the Russians really like mega projects and would like to be in it.